Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусные закусочные трубочки из курицы с великолепной начинкой. Мы с Алексеем уже попробовали, это очень вкусно, рекомендуем на 100%. Проверено лично малоежками на нашем мукбанг канале. Ссылочку на мукбанг канал оставим вам внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылочку оставляем вам внизу в описании под этим видео. Переходите, знакомьтесь. Добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейшую закуску трубочки из куриного мяса. Мы начинаем. Чтобы приготовить вкуснейшую закуску из куриных трубочек, для начала мы возьмем 2 грудки куриные, и нам необходимо отделить мясо от костей. Стараемся с минимальными потерями это сделать. Я пока буду развлекаться, чуть позже покажу вам, что делать дальше. Итак, друзья, грудку я отделила от костей. Дальше делаем следующее. Берем грудку и вдоль ее разрезаем пополам. Таким образом получаем 2 вот таких стейка, которые нам необходимо отбить либо молоточком, либо тыльной стороной ножа. Отбиваем. Переворачиваем на другую сторону, с другой стороны тоже отбиваем. Вот таким образом слегка отбили мясо. Точно так же поступаем со всеми оставшимися грудками. Чуть позже покажу, что делать дальше. Отбитые кусочки пока убираю на тарелку. И точно такую же процедуру проделываю со всем оставшимся мясом. Итак, друзья, все грудки я отбила. Дальше нам потребуется соль, черный перец и паприка. Ориентируйтесь по своему вкусу, не регламентированно. Я просто вот так буду слегка присыпать специями. И паприка. С одной стороны. Все хорошенько растираем, чтобы равномерно специи распределились. Затем переворачиваем на другую сторону. И такую же процедуру проделываем с обратной стороны. Точно так же будем поступать с оставшейся куриной грудкой. Пока я покажу, что делать дальше с этой куриной грудкой, которую мы уже обсыпали специями. Разрезаем на полоски примерно толщиной до 1 сантиметра. Далее берем вот такие вот конусообразные металлические формочки. Если нет таких формочек, соответственно, можно точно такую же формочку изготовить из фольги. И вот так вот накручиваем, где закончилась предыдущая полоска, начинаем с этого места накручивать следующую полоску. Продолжаем до тех пор, пока полностью не закроется наша трубочка. Таким образом, учитывая, что у нас 4 куриные грудки, у нас с вами будет 8 трубочек. Вот, друзья, посмотрите, одной филешечкой я закрыла ровно 1 трубочку. Вот таким образом. Дальше берем противень, застеленный пергаментом либо силиконовым ковриком, и укладываем нашу трубочку. Точно так же поступаем со всем оставшимся мясом, со всеми оставшимися филешками. У меня металлических формочек всего 6, а трубочек получится 8. Соответственно, 2 штучки я буду изготавливать просто из фольги. Вот таким образом буду пока развлекаться. Чуть позже покажу вам, что делать дальше. Итак, друзья, не хватило у меня 2 формочек. Я сделала вот такие конусообразные в размер со своими металлическими из фольги. И у меня буквально осталось 3 филешечки, продолжаю накручивать. Итак, друзья, 8 вот таких красавцев у меня получилось. Отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут. Все, друзья, прошло 15 минут. Смотрите, не пересушите, чтобы курочка у нас оставалась нежная. Дадим немножко ей остыть, затем будем извлекать из формочек и готовить начинку. Тем временем, пока у нас остывают трубочки, мы с вами приготовим начинку. Для начинки нам потребуется 1 помидор среднего размера, 1 зубчик чеснока, 2 яйца, 50 грамм сыра и небольшой пучок зелени. Также нам потребуется майонез по вкусу. Для начала нам необходимо отварить 2 яйца. Яйца я помещаю в холодную воду в сотейник, отправляю к яйцам 1 чайную ложку соли, чтобы они не потрескались, и варю до готовности. С момента, как вода закипит, уменьшаю газ до среднего, при постоянном кипении варю яйца в течение 10 минут. Затем сразу после варки помещаю яйца в холодную воду. Яйца я отварила, почистила, и они у меня уже остыли. Теперь нам необходимо их натереть на крупной терке. Яйца я натерла, также поступаем с сыром, тоже натираем на крупной терке. Сыр я тоже натерла, пока убираем в сторону. Далее нам необходимо нарезать помидор. Помидор разрезаю пополам, затем разрезаю еще раз пополам и удаляю сердцевину, чтобы наша начинка не была слишком жидкой. Все остальное мелко нарезаю кубиками. Сначала на полоски 2-3 мм толщиной, затем разворачиваю и мелко кубиками. Вот так. Также 2-3 мм толщиной. Вот так получается мелко нарезать помидор. Таким образом нарезаю полностью весь помидор, затем покажу, что делать дальше. Помидоры я нарезала, отправляю в чашку, в которой буду заправлять нашу начинку. И нам с вами осталось нарезать только зелень. Зелень просто мелко нарезаю. У меня петрушка, палочковую часть я уже удалила, оставила только листочки.
просто мелко нарезаем. Петрушку также можно заменить укропом. Петрушка нарезана, и она также отправляется к помидорам. Сюда же отправляем ранее натертые на терке яйца и сыр. Сюда же выдавливаем 1 зубчик чеснока. И заправляем все небольшим количеством майонеза. Все хорошо перемешиваем. Все, друзья, вот такая вкуснющая начинка у нас с вами готова. Возвращаемся к нашим трубочкам. Пока остывали трубочки, я их прикрыла фольгой, чтобы они не заветрились. Теперь необходимо трубочки, когда они полностью остыли, освободить от формочек. Крутящими вот такими движениями вынимаем формочку, и вот такая трубочка у нас остается. Посмотрите, теперь эту трубочку нужно будет заполнить нашей начинкой. Таким образом поступаем со всеми трубочками. Все, друзья, трубочки я все освободила от формочек. Дальше беру чайную ложку, чтобы как можно глубже туда смочь, утрамбовать нашу начинку, и отправляем начинку. Можно вот так тыльной стороной ложки туда продвинуть начинку как можно глубже. Все, таким образом полностью заполняем наши трубочки начинкой. Все, друзья, начинкой полностью я заполнила трубочку. Дальше берем сервировочное блюдо. На сервировочное блюдо для красоты укладываем листья салата и укладываем трубочку. Таким образом сейчас полностью наполню все трубочки, затем покажу, что у меня получится. Ну что, друзья, вы только посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Очень празднично, аппетитно. Пользуйтесь рецептом обязательно. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать все это на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.